Отработал я 13 часов. Звонила мама, у нее насос воду не качает, то есть с колодца не подает в дом. Насос сам находится в подвале. А фишка такая, что вырубает автомат. Какое-то время поработал и выбил автомат. Какое-то время поработал и выбил автомат. Поехали посмотрим. Вот такой вот у немцев подвал был. Взял фонарик. Сейчас глянем. Так, это у меня свет. Так. Сеть есть, все есть. А в чем? Я не пойму, в чем проблема-то? Сбой. Если отсюда вода пойдет, значит пробита резинка. Как бы. Воздух туда не идет оттуда. Не помню, вот я делал, тут все ставил. Все проводилось, ничего как бы не было. А вот это я зачем поставил? Вот и бога не помню. Света здесь нету. Отработала буквально 2 раза. И все. Так, ну что, я предполагаю, что все-таки резинка там бахнула. Вердикт такой, что груша вот эта вот, так называемая, она лопнула. Надо грушу менять. А ее, наверное, как образец снимать надо. Я не помню, насколько она литров. Но у меня бачок на 50. По идее, по характеристикам, там надо просто надо у ребят узнать. В принципе, если только так. Взял, насоса нету, такого механического. Пришлось взять зарядное устройство для аккумуляторов и свой электрический насос. Давил туда, воздух не идет в обратку. Что странно, первый раз такое, что с ниппеля вода не идет. Видимо, может, резинкой подпёрло. Не знаю. Надо разбирать будет и смотреть. Да. Печально, ну. Это... А менял я год назад, по-моему. Это хорошо, что у меня сработал, получается, датчик высокого и низкого давления. Там электронный датчик. До этого стояли механические, а механические я не отработал, и у меня массал, по-моему, там сутки насос. В итоге клетчатка сплавилась, все сплавилось, а насос назывался «Вихрь». От насоса остался только бочка осталась. А «Вихрь» я, по-моему, на металл сдал. Не помню. В общем, завтра поедем покупать. Я с работы поеду в магазин, если я успею. Куплю эту грушу. Блин, не вовремя как-то. Ну ладно. Неделю назад ценник был 170 рублей. Брану в том году покупал. Ту, которую мне надо. На 800 рублей. 2 рубля. Цены на сегодняшний день.
такой у меня насос был на 50 литров Вихрь. Он стоил 8000. А здесь получается... Где литры? Даже не знаю. 20 литров, что ли? Офигеть. Так, леску брал в том году по 90 рублей. 3 миллиметра. Офигеть. Самая простая дешевая лопата. Такое ощущение, что они там за ночь переписали за 2 ночи. С работы решил сюда приехать, пока не поздно. Между делом идем с дочкой. Время 11 часов вечера. Идем цветочки рвать в огород. Не надо, ты что, зима ж была? Какие цветочки зимой, Даша? Я все найду. Ага. Ну нету цветочков. Давай посмотрим. Вот все, что есть. Даш, какие цветочки зимой? Нету никаких цветочков, да. Вот цветочек остался. На, вот. Какие цветочки здесь? Да. И мороз на улице. Подснежник возьми. А, пойдем, я знаю, у соседей есть подснежники. Пошли. Не один сегодня. Пошли к соседям за подснежниками. Идем, чем больше, тем лучше. Вон, посмотри, их там сколько. Пошли. Бери. Ну что, бери, я стою, жду. Бери. Еще возьми. Что ты 2 штучки взяла? На, еще давай возьмем. Много, не мало. Вдруг что не получится. Вот еще. Я думаю, хватит. На, Даша. Зачем не столько? Да. Ну, ты сделай такую же там. Мне столько не надо. Сегодня праздник у девчат. Сегодня в клубе танцы. И щеки девушек горят. С утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок. В общем, мною было принято решение поменять золотник. Сейчас заедем на шиномонтаж. Сашка, поменяй мне золотник. И надо сделать отсос. Поеду в подвал, возьму шланчик. И вот с этого расширительного бачка энергоаккумулятор, так называемый. А тут надо воду качнуть. Там половина воды. Получилось следующим образом, как воздух уж стравило. Резинка к металлу прилипла. Резинку, походу, начала жрать. В итоге, может, воздух, еще что-то. Потому что насос не срабатывает. Но это предположение. Визуально, как бы резинка, они обычно, что, они взрываются. А визуально смотришь, вроде целое. Ладно, поехали за шлангом.
Ну что, будем опрессовывать. Взял зарядник. Так, кидаем питалово. И качаем 1,5 килограмма. Так, придется свет выключить. Так, травит отсюда. Сейчас попробую подтянуть. Уже добрался до блока питания, блока управления. Вскрыл, посмотрел с обратной стороны. Все целое, все чистое. Воды там нету. Может, мембрана? Не знаю. Так, разобрался я. В общем, получается, вон там внутри что-то отвалилось. Вот у этой вот помпы. Отвалилось. Может быть, у него старт? А, да нет, какой старт. Хотя может. Может быть, старт у насоса слишком быстрый. Надо сделать как-то так, чтобы был плавный. Сейчас пойду куплю насос такой же. Чтобы ничего как бы здесь не перепаивать. И возьму блок питания вот на эту лампу. Все китайское. 1145 метров. Это что такое за штучка такая? Сверху. Фильтр, что ли? Ой. Приехали в Леруа. Сейчас глянем. Там насос. Если нет, вернемся сюда, обратно возьмем. Относительно такой. Нормально. Вот они насосы. Вот он. 3800, 4800. Ну да. Насосом определился, берем то же самое. Поехали ставить. Берем лен. Взял термоусадку. Взял 2 пускача в подвал на газовые лампы. Один себе, другой маме. Подключим сегодня. И вот этот. Вот он насос. Один в один, та же самая модель. Думаю, что разорвало там внутри. Ему, может быть, плавный запуск нужен. Это уже не первый насос вот так вот. Надо с электриком поболтать. Может быть, что подскажешь, чтобы плавный пуск был самого мотора. Да? Так, собрал. Ай, палки, воды нельзя. Минута. Так, включим. Сняли ошибку. Поехали.
Надо снимать крышку. Троечка. На единицу упадет, одиннадцать на троечке. Все. Всем добрый день. Сегодня полночи не спал. Читал, почему меня ломают помпа на этом насосе. Пришел к выводу, что у меня выключает. Сегодня опять в ошибку упал. Сейчас я его гонял. Вообще он выключается при давлении 2,8. Высокое давление. Вот я думаю, что при высоком давлении ломает лопасти. То есть 2,8 включается, до 3 догоняет и выключается. Падает до 2,8 и опять поднимается до 3. А при высоком давлении, конечно, будут ломать клетчатку. Это второй насос и второй блок управления. Сейчас поехал в магазин, взял программируемый, то есть буду сейчас вручную программировать верхнюю точку, нижнюю точку давления воды. Вот такая вот штука. Сейчас перекину провода. Ну и все. И будем пробовать запускать. Блин, я устал. Весь отпуск сейчас потрачу на этот насос. Чуть Лариса идет. Делаем все по инструкции. Ой-ой-ой, одни растраты. Для особых даже. Сеть, насос. Все. Молодцы. Трудный проект М2. Вот автоматическое управление насосом. Так, настройки. Меры предосторожности. Вот такие. Сколько все это. Монтаж эксплуатации. Монтаж эксплуатации. Это понятно. Мне нужно настройки. Вперед. Настройки описания функции. Так, принцип управления. Так, включение насоса. Блок включает насос при снижении давления в системе ниже минимального давления. Так, это не то. Мне надо программирование. Есть такое? Возможности не свой. Тут классно. Еще возможность неисправности есть. Так, вот оно. Для перехода в режим настройки нажмите одновременно кнопки управления 1 и 2 и на лицевой панели и удерживайте их до нажатого состояния примерно 5 секунд, пока оба светодиода не погаснут. Закройте экраны во всех точках водозабора. Нажмите, удержите кнопку. Вы что, не поняли? Тоже ничего не понял. Что я там прочитал? Ладно, пойдем собирать. Дай сюда. Работает. Поднимается 2,8. Сбрасывает до 0,3. Опять поднимается 2,8. С насосом покончено. Насос работает. Все хорошо. День отработал сегодня. Ну, полдня точно. Никаких нареканий. Я устал. Сосед звонил, говорит, давай ко мне дуй, надо помочь. Помоги мне полы залить. Сейчас пришел за дрелью, за перфоратором, за шуруповертом, там он что-то палубку хочет сделать. Я честно не понимаю, он мне что-то объясняет. Либо я дурак, либо что-то
не понимаю, или он что-то. В общем, идем к нему, точнее я иду. А вы остаетесь вот в этом видео. В том видео, не знаю, я навряд ли буду что-то записывать по поводу этих полов, там работы-то на 2 минуты. Я думаю, нету смысла. Поэтому всем пока. До новых встреч.